Глава 236. Древняя формула. Обменять на формулу пилюли. Улыбка на лице толстяка тут же замерла. Я знаю, что формулы усовершенствования таблеток очень ценные для каждого боевого брата, и особенно для старших, поэтому я не буду слишком разборчивым. Этого достаточно, чтобы немного повысить скорость культивации ученика в стадии заложения фундамента. Я определенно не буду привередлив. Искренне сказал Ханьли. Благодаря общению с маленьким стариком, от которого Ханьли узнал о том, что лежит в основе формул пилюлей в мире культивирования, он ломал себе голову, как бы заполучить несколько формул для собственных нужд. В конце концов, он владел секретной техникой ускоренного созревания духовных лекарственных растений. Разве он мог не использовать это преимущество по максимуму? Однако культиваторам стадии формирования ядра были нужны только лучшие пилюли. Даже если ученики стадии заложения фундамента имели одной или двумя формулами пилюль, они могли лишь усовершенствовать незначительное количество духовных пилюлей. Таким образом, изначально он хотел попросить формулу у Ли Хуаюня, но поскольку он столкнулся с этим старшим боевым дядей Лэй, Ханьли немедленно изменил цель своего плана. Независимо от того, как на это посмотреть, Лэйм было легче манипулировать, чем его мастером. Это было не просто интуицией Ханьли. Ли Хуаюань был поистине чересчур жаден к своему названному ученику. Кроме того, он был еще более требовательным и ограниченным из-за их отношений мастер-ученик. Скорее всего, если бы сегодняшнюю тактику он попробовал применить к Ли Хуаюню, мастеру Ханьли, ему пришлось бы подарить оба духовных растения в качестве подношения. Кроме того, Ханьли пришлось бы притвориться, что он был тронут до слез за то, что мастер принял его подношение. Благодаря счастливой случайности он встретился с другим культиватором в стадии формирования ядра, поэтому он, естественно, хотел воспользоваться этой редкой возможностью. Хочешь обменять их на формулы пилюлей? Это действительно довольно сложно. Выражение лица Лэй Ваньхэ наконец смягчилось после того, как он, по-видимому, подумал о чем-то. Затем он нахмурил брови, как будто он не был уверен в этом. При виде этого Ханьли не разочаровался. На самом деле, он подумал, что у него есть шанс. В противном случае у толстяка было бы совсем другое выражение лица. Если это будет полезно для такого ученика, как я, любая формула пилюли будет прекрасна. Боевой племянник не собирается усложнять задачу старшему боевому дяде. Ханьли поспешно понизил свои требования на еще одну ступень. Боевой племянник Хань. У меня есть довольно неплохие формулы пилюлей, но все они — базовые формулы, которыми обладает только мой клан. Я действительно не могу передать их тебе в обмен на растения. С сожалением сказал Лэй Ваньхэ, качая головой. Ханьли был невероятно разочарован, услышав это. Он даже не пытался скрыть свои эмоции, поэтому, когда толстяк заметил это, он рассмеялся и сказал: «Хотя я не могу обменять формулы пилюлей моего клана, у меня есть несколько других древних формул. Некоторые из них я нашел в исторических руинах, а другие я получил, обмениваясь с друзьями. Нет проблем, если я обменяюсь ими с тобой. В самом деле. Тогда я вам премного благодарен». Ханьли с радостью поблагодарил его. «Подожди, пока я закончу говорить, еще слишком рано благодарить меня», — недовольно сказал толстяк, махнув рукой. «Поскольку мы собираемся совершить обмен, как боевой предок, мне нужно кое-что прояснить», — серьезно сказал толстяк. Это очень удивило Ханьли. «Пожалуйста, боевой дядя, скажите. Я непременно прислушаюсь к вашим советам», — почтительно ответил Ханьли. «Услышать мои советы? Что ты имеешь в виду? У меня для тебя есть плохие новости, иначе в будущем ты об этом пожалеешь», — добавил Лэй Ваньхэ, равнодушно взглянув на Ханьли. «Если ты будешь следовать инструкциям древних руин, чтобы усовершенствовать духовные пилюли, в результате ты получишь духовные пилюли высшего ранга. Но что самое главное, ингредиенты для них действительно слишком трудно найти. Я не знаю, сможешь ли ты получить их. Конечно, хотя эти ингредиенты трудно найти, они по-прежнему существуют в нашем мире. Это не те формулы, ингредиенты для которых уже давно исчезли. На самом деле многие из недавно исследованных формул пилюлей являются лишь результатами тестирования многих древних формул с заменой некоторых ингредиентов, поэтому, хотя ингредиенты для усовершенствования пилюлей есть, эффективность этих пилюлей значительно снизилась. Мир культивации ничего не может поделать с этим». Слова толстяка несколько шокировали Ханьли. Однако он понимал, что тот имел в виду. И что это значит? Все просто. Даже после того, как ты получишь формулы пилюлей, если ты действительно не можете найти все ингредиенты для их усовершенствования, ты можешь использовать замену и опробовать ее. Кто знает, может, тебе повезет. Торжественно сказал толстяк Лэй Ваньхэ. Когда Ханьли услышал это, он потерял дар речи.
Однако в глубине своего сердца он понимал, что этот боевой предводитель, вероятно, чувствовал, что ингредиенты для формул этих пилюлей, которые он собирался обменять, действительно были слишком трудно заполучить. Скорее всего, ему было очень жаль, поэтому он предупредил Ханли. Казалось, что у боевого дяди Лэй действительно не было плохим намерений. Ханли втайне подумал, что хотя его предложение и не было слишком привлекательным, он постоянно повторял «хорошо», демонстрируя, что он не рассматривает возможность отказа от обмена. При виде этого Лэй Ваньхэ был чрезвычайно счастлив в своем сердце. Он все еще чувствовал, что слишком много использовал в своих интересах этого боевого племянника и испытывал некоторое чувство раскаяния. Подумав еще немного, он сказал: «У меня есть предложение. Поскольку у тебя 2 духовных растения, как насчет того, чтобы одно растение обменять на одну формулу? Я не могу позволить тебе понести большие потери». Услышав это, Ханли на мгновение уставился в пустоту. Однако он тут же обрадовался, а его симпатия к этому старшему боевому дяде значительно возросла. Он неоднократно поблагодарил Лэй Ваньхэ. На этот раз Ханли говорил это совершенно искренне, без капли притворства. Ох, в этом нет ничего такого. Это список формул пилюлей. Можешь посмотреть и выбрать себе, какую захочешь. Здесь перечислены все их лекарственные свойства и необходимые ингредиенты. Как только выберешь, я дам тебе настоящие. Сказав это, толстяк вытащил нефритовый лист и передал его Ханли. Ханли взволнованно взял список и подумал, что это было слишком странно. Когда этот боевой предок подготовил этот список? Но этот вопрос только промелькнул в глубине его сознания. Получив нефритовый листок, Ханли стал тщательно изучать его, выискивая подходящие формулы для пилюлей. Пилюля сбора духовной энергии, усовершенствованный порог Ци. Взволнованно воскликнул Ханли. Да, толстяк равнодушно кивнул головой, услышав это, и ничего больше не сказал. Он тут же вытащил из кармана 2 нефритовых пластинки и передал их Ханли. Хорошо, однако, уже слишком поздно. Я должен вернуться. Толстяк осторожно положил духовное растение на стол, а затем попрощался и ушел. Теперь, когда он собрал все свои ингредиенты, он спешил обратно, чтобы усовершенствовать свою собственную пилюлю усиления души. Услышав это, Ханли поспешно встал, чтобы проводить его. Однако, когда Ханли проводил его до входа в пещеру, он вдруг вспомнил что-то. Затем он спросил другого человека о местонахождении его пещеры и пещеры своего мастера, Ли Хуаюня. Когда толстяк услышал, что Ханли фактически был учеником Ли Хуаюня, он не слишком удивился. Однако, он назвал местонахождение его пещеры и поспешно улетел. Ханли наблюдал за тем, как Лэй Ваньхэ удалялся, прежде чем радостно вытащил формулы пилюлей, рассматривая их в своих руках. Спустя какое-то время он вернулся в свою пещеру. Однако Ханли сделал всего 2 шага, прежде чем объект возле пещеры привлек его внимание. У входа в пещеру лежало тело старшего боевого брата Линь в том же положении, в котором его швырнул толстяк. Ханли уставил на него на мгновение, затем пошел к нему, чтобы обыскать его сумку. Он очень хорошо помнил, что старший боевой дядя ничего не трогал на его теле. Он не знал, было ли это потому, что ему было слишком стыдно делать это перед младшим, или если предметы ученика стадии заложения фундамента действительно не интересовали его. Как и ожидалось, Ханли обнаружил сумку на поясе трупа. При виде этого Ханли широко улыбнулся. В конце концов, он очень интересовался этими марионетками, а в его сумке должна быть целая куча марионеток, однако, осмотрев сумку для хранения, улыбка на лице Ханли тут же исчезла. В сумке не было ни одной марионетки. Помимо нескольких духовных камней и 2 бутылок обычных духовных пилюлей, внутри был только нефритовая пластинка. Таким образом, настроение Ханли немного упало. Он контролировал так много кукол в тот день. Как могли они исчезнуть? Неужели все они могли быть уничтожены? Ханли пробормотал про себя с несчастным выражением на лице. Догадка Ханли фактически была верной. В тот день старший боевой брат Линь контролировал множество марионеток и мог сражаться с его противниками наравне. Однако, когда культиваторы из школы 1000 бамбуков убили 2 уцелевших культиваторов, они погнались за ним. Старший боевой брат Линь, видя, что обстоятельства складываются не в лучшую сторону, тут же взорвал все его марионетки. Затем он воспользовался путаницей и бросился в лес. Поэтому ни одной марионетки не оказалось в его сумке. Находясь в разочарованном состоянии, Ханли небрежно вытащил нефритовую пластинку. Затем небрежно бросил на нее несколько взглядов, используя свое духовное чутье. Вдруг глаза Ханли значительно расширились, и равнодушное выражение на его лице мгновенно замерло. Это было потому, что, как только его духовное чутье вошло в нефритовую пластинку, там появились 3 золотых слова: «Техника великого развития».
Глава 237. Выражая почтение. Техника великого развития. Это то, о чем Хань Ли неоднократно слышал от старшего боевого брата Линь, техника культивации, которой он пытался соблазнить его. Вместо этого Хань Ли всего лишь обыскал его труп и нашел ее. Осознание этого привело Хань Ли в восторг. Эта техника великого развития фактически была перенесена на тело старшего боевого Линя. Это действительно превзошло все его ожидания. Хань Ли действительно не знал, был ли этот старший боевой брат Линь очень глупым или очень умным. Он быстро скользнул по нефритовой пластинке и обнаружил, что все было так, как сказал старший боевой брат Линь. Она действительно была только до 4-го уровня. Однако то, что появилось в следующую секунду, очень удивило Хань Ли. После того, как он полностью изучил технику великого развития, сразу же за ней появилось священное писание под названием «Истинные кукловоды», содержавшее подборную инструкцию о том, как усовершенствовать марионеточных зверей и солдат всех классов. Это была очень подробная и необычная коллекция для создания кукол. Мельком посмотрев на эту инструкцию, Хань Ли вернул свое духовное чутье и был очень счастлив. Но взглянув на эту нефритовую пластинку в его руке, выражение его лица тут же изменилось. Техника великого развития и истинные кукловоды дополняли друг друга. Если бы он одновременно культивировал их, вместе они были бы безупречны. Если бы он культивировал обе техники до определенного уровня, он, несомненно, был бы похож на Хуан Лун, человека, который мог управлять огромным количеством кукол, оставаясь непоколебимым против нескольких культиваторов, равных ему по силе, без малейшей возможности к сопротивлению. Сила, которая подавляла других культиваторов в стадии заложения фундамента, будоражила сердце Хань Ли. Тем не менее, его недостаточно был очевиден. Вполне возможно, что это помешает его культивации и приведет к тому, что его и без того скромные шансы войти в стадию формирования ядра могут полностью исчезнуть. Это был тот самый случай, когда выигрыш не компенсировал потери. Хань Ли на самом деле не верил, что техника великого развития может способствовать его вхождению в стадию формирования ядра. Хань Ли опустил голову и задумался на мгновение. Это был очень трудный выбор. Он покачал головой и убрал нефритовую пластинку в свою сумку, прежде чем принять окончательное решение. В конце концов, решение о том, культивировать ли технику великого развития вместе с техникой создания кукол, которая упала с неба, было слишком неожиданным. Об этом стоило подумать только тогда, когда он сможет успокоиться. Эта находка слишком взволновала Хань Ли. Он внезапно подумал, что, хотя сумки Хуан Луна и других были полностью уничтожены молниеносным ударом Лэй Ваньхэ, осталось еще несколько марионеток, которых в то время не было на их летающем магическом инструменте. Это были хорошие вещи, которые не требовали никаких затрат. С этой мыслью Хань Ли покинул свое ограничительное заклинание в хорошем настроении. Как и ожидалось, недалеко от внешней границы заклинания он обнаружил много марионеток солдат и зверей, которые приняли свой изначальный внешний вид, поскольку никто не контролировал их. Тем не менее, их было не так много, как предполагал Хань Ли, всего лишь около 20. Остальное превратилось в пепел от рук Лэй Ваньхэ. Но даже в этом случае Хань Ли собирал их один за другим в приподнятом настроении. В один момент ему удалось собрать столько хороших вещей. Однако Хань Ли все еще хотел заполучить несколько сотен новых марионеток. Его жадность не знала границ. Спустя какое-то время Хань Ли вернулся в свою пещеру Бессмертного и приготовился к изучению древних формул по созданию пилюлей. На следующий день он направился туда, где жил его мастер, Ли Хуаюань, чтобы узнать, сможет ли он заполучить приличные техники культивации. Утро следующего дня. Хань Ли стоял на своей лодке божественного ветра и полетел прямо к восточной части горного хребта Тайюэ. Вчера Лэй Ваньхэ сказал ему, что пещера бессмертного его мастера находится на вершине этой горы. Также он сказал, что Ли Хуаюань занят чем-то в своей пещере. Так что сейчас было самое время, чтобы нанести ему визит. Благодаря удивительной скорости лодки божественного ветра, Хань Ли не пришлось тратить много времени, чтобы найти место, про которое ему сказал Лэй Ваньхэ. Как и ожидалось, это место было хорошо скрыто лазурной горой и зелеными реками. Хань Ли стоял на вершине горы, над огромным водопадом, и вытащил из-за пазухи талисман передачи звука. Он тихо произнес несколько слов в него, а затем бросил. Талисман превратился в поток огненного света, мчащегося к огромному водопаду, и исчез из его поля зрения. Спустя какое-то время занавес воды отделился, открыв вход в большую пещеру. Затем изнутри вылетел худой конфуцианский ученый, которому на вид было более 30 лет. Когда он увидел Хань Ли, он сразу же тепло поздоровался. «Вы младший боевой ученик Хань. Я старший ученик мастера, учителя Юй Кунь. Вы можете называть меня старшим боевым братом Юй». Сказав это, он подлетел к Хань Ли и с широкой улыбкой поприветствовал его.
Я выражаю свое почтение старшему боевому брату. Почтительно проговорил Хань Ли. Когда этот старший боевой брат Юйкунь увидел выражение лица Хань Ли, его улыбка стала еще шире. Он заговорил еще более дружелюбно: «Не называй меня старшим боевым братом. Это слишком формально. Просто обращайтесь ко мне как к старшему боевому брату Юй. Я уже знаю о ситуации с младшим боевым братом от мастера. Младший боевой брат Хань действительно смог заполучить такой большой урожай на испытании кровью и огнем. Это действительно был замечательный подвиг». Юй-кун неоднократно похвалил его. Хань Ли нервно усмехнулся. Он не знал, почему этот человек был настолько вежлив с ним. Это вызывало у него некоторое беспокойство. «Я слышал, что младший боевой брат не обладает большим талантом, но я смотрю, что вы все же достигли стадии заложения фундамента. Это действительно знаменательное событие». Юй-кун, похоже, уже знал, что Хань Ли достиг стадии заложения фундамента. Поэтому он совершенно не удивился этому, но из вежливости поздравил его. Это вызвало еще больше подозрений у Хань Ли и заставило быть еще более бдительным. Верно, мастер ждет своего младшего боевого ученика в пещере. Не стоит заставлять себя ждать. Давайте скорее войдем в его пещеру. Казалось, что Юй-кун ни о чем таком не думал. Почесав затылок, он предложил ему войти в пещеру. Когда Хань Ли увидел выражение лица того ученика, уголок его рта дернулся, но лицо его сохраняло торжественное и почтительное выражение. Он тотчас же согласился и пролетел сквозь водяную завесу. Пройдя через водяную завесу, перед его глазами появилась небольшая, естественно сформированная долина. Она была не только красива, как весенний день, но все деревья были зелеными, а вода прозрачной. Кроме того, было несколько удивительно странных маленьких животных, прыгающих вокруг. Хань Ли был в шоке. То, что он видел своими глазами, неужели его собственный мастер, уважаемый эксперт, любил собирать мелких животных? Эта мысль неожиданно ворвалась в мозг Хань Ли. Хех. Что? Младший боевой брат удивлен. Вы не единственный, кто так отреагировал. Каждый посетитель, который приходит сюда, пребывает в удивлении. Однако они принадлежат не мастеру, а его жене. Вам ни в коем случае не стоит причинять им вреда, иначе его жена вас прикончит. Юй-кунь усмехнулся, на его лице было выражение: «Я уже знал, что вы будете очень удивлены». Жена мастера. Верно. Хотя хозяйка Цзань только на средней стадии заложения фундамента, мастер очень любит ее. Вам следует вести себя с ней очень вежливо и хорошо ладить, Юй-кунь сказал это, пожав плечами. Юй-кунь провел его дальше, вглубь большой пещеры, где, к удивлению Хань Ли, он увидел не только своего мастера Ли Хуайюань, но также молодую, красивую женщину 28 лет. Не стоит говорить о том, что у его мастера было совершенно равнодушное выражение лица, но когда он увидел Хань Ли, он слегка улыбнулся. Хотя Хань Ли думал, что молодая женщина была очень красива, но разве он мог взглянуть на нее на глазах мастера? Он только мельком взглянул на нее и зашагал вперед, почтительно приветствуя мастера. Ученик Хань Ли приветствует своего мастера. Ох, ты пришел. Это жена вашего мастера, также поприветствуй и ее тоже. Ли Хуайюань был очень доволен уважением и торжественностью Хань Ли и указал на молодую женщину рядом с ним. Хань Ли внутренне вздохнул, ученик уважает жену мастера. Ему пришлось поприветствовать эту женщину, которая казалась не намного старше его. Достаточно, не нужно быть чересчур вежливым. Проговорила с улыбкой молодая женщина, когда молодая увидела, что Хань Ли шагнул вперед, чтобы выразить свое почтение. Голос у нее был мягкий и приятный, в нем отражался дружелюбный характер женщины. Как и ожидалось, она была чрезвычайно элегантной женщиной. Хань Ли, я услышал о твоем успехе в достижении стадии заложения фундамента несколько дней назад. Честно говоря, я бы крайне удивлен. Проговорил Ли Хуайюань с улыбкой и несравненно мягким тоном. Это заставило Хань Ли по-настоящему чувствовать себя подавленным покровительством своего мастера. Мне просто повезло. То, что я смог достигнуть стадии заложения фундамента, также было для меня неожиданностью. Лицо Хань Ли слегка покраснело, как будто он был смущен. Хех. Великая удача также отражает собственные способности. В противном случае, разве у тех, кто родился с выдающимися способностями, не обладают еще большей удачей? С улыбкой сказал Ли Хуайюань, покачав головой. Ах. Это. Хань Ли не думал, что он будет чувствовать себя так смущенным, и потерял дар речи. Глава 238. Повод, чтобы остерегаться Юй-кун. Этот парень всего лишь недавно стал вашим учеником.
Не используйте с ним слишком официальный тон сразу после встречи. Молодая женщина мягко сказала Ли Хуаюаню, увидев смущение Хань Ли. Хорошо. Поскольку ты спаситель моей жены, значит, ты действительно хороший ученик. Поэтому, как твой мастер, я обязан вознаградить тебя. Ли Хуаюань взглянул на молодую женщину нежным взглядом, затем повернулся и сказал Юйкунь, стоящему в стороне: «Не мог бы ты уйти, нам с женой необходимо наедине поговорить с твоим младшим боевым братом Хань. Не позволяй никому тревожить нас». «Как прикажете, мастер?» Юйкунь почтительно ответил, затем украдкой завистливо взглянул на Хань Ли, прежде чем спокойно уйти. «Спаситель. Награда». Теперь Хань Ли был по-настоящему ошеломлен. Он действительно не знал, когда эти два слова могут быть связаны с ним. Когда он заработал награду за спасение кого-то, и как он мог сам не знать об этом, увидев смущение Хань Ли, молодая женщина рассмеялась и сказала: «Дорогой муж, почему бы вам не объяснить ему? Ваш ученик по-прежнему ничего не знает. Не позволяйте его голове быть заполненной туманом». Услышав слова молодой женщины, Ли Хуаюань слегка улыбнулся и объяснил Хань Ли, кивнув: «Хань Ли, теперь ты должен знать, почему я принял тебя в качестве своего ученика. Мне не стыдно говорить об этом. Как твой старший, я действительно жаждал твоих духовных растений. Таким образом, я использовал это в качестве предлога, чтобы принять тебя как моего ученика, чтобы забрать половину твоего урожая. В противном случае ты бы получил 2 гранулы заложения фундамента, а не одну. Однако, хотя я и признаюсь, что я уменьшил твое вознаграждение без всякой видимой причины, ты могли бы, в свою очередь, использовать мою репутацию в своих интересах, и никто бы не посмел оскорбить тебя. Можно сказать, что это была моя благодарность тебе. В конце концов, если бы у тебя была дополнительная гранула заложения фундамента, казалось, что твои шансы на успешное достижение стадии заложения фундамента были несущественными из-за твоего невыдающегося природного таланта. Ли Хуаюань говорил об этом настолько беспечно, как будто не считал, что в том, что он сделал, было что-то неуместное. Но вскоре ситуация изменилась. Вскоре после того, как я получил твои духовные растения и только собирался усовершенствовать их в пилюле, которые могли бы увеличить свою магическую силу, внезапно произошел несчастный случай с моей женой. Когда она культивировала, она оказалась в опасности. К счастью, я еще не использовал твои духовные растения, и таким образом я смог временно сохранить ее жизнь. Через несколько лет после этого я смог использовать оставшиеся духовные растения, чтобы усовершенствовать пилюлю, которая могла бы спасти ее, в результате чего моя жена наконец-то выздоровела за несколько дней. Когда я рассказал своей жене о происхождении этих духовных растений, моя жена сразу же сказала, что я должен наградить тебя. В конце концов, ее жизнь была спасена исключительно благодаря твоим духовным растениям. Так что ты действительно можешь считать себя ее спасителем. Когда Ли Хуаюань говорил о состоянии жизни молодой женщины, его выражение изменилось, как будто он снова переживал опасные обстоятельства тех времен. Казалось, он очень любил свою молодую жену. Услышав ее слова, я также подумал, что это было весьма разумно, и поэтому я захотел официально принять тебя как своего ученика, прежде чем ты достиг стадии заложения фундамента. Но кто знал, что, прежде чем я смогу сделать шаг, я уже получу известие, что ты успешно вошли в стадию заложения фундамента. Это действительно удивило меня. В конце концов, я уже говорил, что как только ты войдешь в стадию заложения фундамента, я официально приму тебя как своего ученика. Таким образом, это уже нельзя считать какой-то наградой. Поэтому мне пришлось думать о других возможных способах, чтобы наградить тебя. Ли Хуаюань наконец объяснил всю ситуацию, в результате чего Хань Ли стал несколько ошеломлен, услышав это. Он никогда не ожидал, что мясные пироги свалятся к нему на голову прямо с неба. Даже услышав то, что Ли Хуаюань лично пообещал наградить его, Хань Ли все еще не верил в это. Вместо этого он мог просто стоять там, ошеломленный. «Что ты скажешь об этом? Мне кажется, что ты еще совершенно не думал об этом, поэтому даю тебе день на раздумье, а завтра с утра приходи и проси все, что хочешь. Тебе нужно тщательно подумать об этом. Обычно твой мастер не такой щедрый, так что тебе стоит ухватиться за эту редкую возможность», мягко проговорила молодая женщина, взглянув на Ли Хуаюня. Ли Хуаюань сухо усмехнулся несколько раз, как будто он был смущен. Хань Ли, наконец, очнувшись, был в сомнениях. Изначально он хотел попросить технику культивации, но после слов жены своего мастера он не мог отказаться от добрых намерений другого человека, поэтому он кивнул головой и согласился. Затем Ли Хуаюань позвал Юйкунь, чтобы тот провел Хань Ли в свою пещеру. Старший боевой брат немедленно согласился с этим, затем привел Хань Ли и вышел. Они еще не вышли из большого вестибюля, когда тот уже начал показывать Хань Ли пещеру.
Мастер, ваша зеленая пещера составляет около нескольких сотен акров, что касается комнат. Молодая женщина, увидев Хань Ли и Юйкунь уже ушли, внезапно сказала Ли Хуаюню с улыбкой: «Как вы думаете, ваш новый ученик может справиться с преследованием Юйкунь?» Каждый раз, когда я вижу, как Юйкунь открывает рот, я чувствую головную боль, даже если он еще ничего не сказал. Его характер действительно вызывает много головных болей. Не говоря уже о тебе, даже я еле выношу его. Хань Ли определенно не может его долго терпеть. Беспомощно сказал Ли Хуаюань. Верно. Но любую ли просьбу своего ученика вы выполните? Неожиданно спросила девушка, распахнув глаза. В ее взгляде определенно была хитрость. О чем он может еще попросить, помимо пилюлей, кроме как о техниках культивации, магических инструментах и тому подобного? Если бы не неустанные просьбы госпожи вознаградить этого ученика, я действительно не желал бы быть таким щедрым. Ли Хуаюань еще даже ничего не передал ему, но он уже, казалось, испытывал мучительную боль. О чем вы говорите? Если вы не вернете ему спасительную благодарность, в технике ледяного сердца, которую я культивирую, будет много утечек, поэтому я не смогу ее культивировать до великого круга завершения. Тогда, в будущем, как я смогу войти в стадию формирования ядра и провести всю оставшуюся жизнь с вами? Молодая женщина высоко ценила Ли Хуаюня, но ее следующая фраза была наполнена глубокой привязанностью, в результате чего Ли Хуаюань был глубоко тронут ее словами. Он ударил себя в грудь и сказал, что он обязательно выполнит просьбы Хань Ли и что он не допустит, чтобы какие-либо неприятности остались на пути культивации его жены. Хань Ли, естественно, не знал, что огромный пирог с мясом, который упал на голову, на самом деле был связан с техникой культивации молодой женщины. В этот момент он следовал за старшим боевым братом Юй, но в своем сердце по-прежнему чувствовал, что такая удача была слишком неожиданным. Это вызвало у него странное беспокойство. У старшего боевого брата Юя есть время, чтобы попасть в этот дискуссионный зал мечей. Как насчет вас? Старшие боевые братья обмениваются магическими техниками. Когда Юйкунь вел Хань Ли мимо очень большой каменной комнаты, чрезвычайно благоразумный человек просто так выходил из нее. Увидев Юйкунь, он беззаботно сказал это. Однако его взгляд постоянно проносился мимо Хань Ли. Кто не слышал о боевой силе магической техники 5 элементов 4 младших боевых братьев? Это номер 1 из боевой семьи мастера. Думаю, я пройду мимо и не дам себя одурачить. Выражение лица Юйкунь изменилось, когда он услышал слова этого человека, затем рассмеялся и отказался. Однако он внезапно повернулся и указал на Хань Ли, смеясь: «Я до сих пор не представил 4-го младшего боевого брата этому человеку, он — новый ученик, которого мастер собирается принять. Он — младший боевой брат Хань, который скоро станет нашим 8-м младшим боевым братом. А это ваш 4-й старший боевой брат Сун Мэн. Вы можете просто называть его старший боевой брат Сун. Здесь все знакомы друг с другом. После сегодняшнего дня мы все будем боевыми братьями из одной семьи. 8-й младший боевой брат». Когда этот 4-й младший боевой брат услышал эти слова, лучистый свет засиял в его глазах. Сосредоточившись непосредственно на Хань Ли, выражение лица Хань Ли не изменилось, но он тихо вздохнул в глубине своего сердца. Судя по всему, нечего было ждать от него ничего хорошего. Таким образом, прежде чем тот человек открыл рот, Хань Ли сказал: «Приветствую вас, 4-й старший боевой брат. Младший боевой брат только недавно вошел в стадию заложения фундамента. Я прошу, чтобы старший боевой брат позаботился обо мне». Сказав это, Хань Ли познакомился с ним. Однако эти слова Хань Ли заставили этого человека раскрыть свое разочарованное выражение лица. Он потерял интерес к Хань Ли и несколько раз кивнул головой, даже не взглянув на него. Затем он холодно прошел прямо между ними, оставив их, чтобы заняться своими делами. Остались только Хань Ли и Юйкунь, и они довольно долго смотрели друг на друга в ужасе. «Ха-ха, младший боевой брат Хань, пожалуйста, не обижайся, у младшего боевого брата Сун просто такой странный характер. Хотя внешне он выглядит несколько холодным, на самом деле он очень хороший человек». Юйкунь первым пришел в себя, и с несколькими предложениями он стряхнул с себя неловкую атмосферу. Хань Ли, естественно, пришел в себя, и вместе они продолжили свой путь, смеясь и разговаривая. Хотя пещера была не маленькой, кроме Ли Хуаюань и его жены, а также этой Сун Мэн, в таком большом месте не было других людей. Хань Ли не встретился ни с одним из 5 других старших боевых братьев. Впоследствии Хань Ли узнал, что остальные 5 были похожи на него и у них были свои пещеры. Они время от времени приходили сюда, чтобы отдать дань уважения Ли Хуаюань и его жене. Что касается Юйкунь и Сун Мэн, они выросли рядом с Ли Хуаюань и его женой.
Поэтому у них уже были очень глубокие чувства к ним, поэтому они, естественно, оставались в этом месте вместо того, чтобы строить свою собственную пещеру. Пока Хань Ли болтал с Юйкунь, он получил некоторое представление о других немногих культиваторах. Однако, его путешествие по пещере подошло к концу. Однако, настроение старшего боевого брата Юй, казалось, становилось все лучше, чем больше он говорил, поэтому он просто потянул Хань Ли и повел его к своей собственной комнате, желая продолжить их длительную дискуссию. Хотя Хань Ли был слегка удивлен, он не возражал, и поэтому он равнодушно следовал за ним. В конце концов, этот человек был его старшим боевым братом, так что он все еще желал узнать его получше. Вначале он внимательно слушал этого старшего боевого брата, надеясь получить кое-какие полезные сведения. Но вскоре способность старшего боевого брата Юя болтать без умолку действительно оказалась пугающей, и Хань Ли испытал ее на себе лично. Бесконечный поток слов пробирался в его голову, словно злые духи. Из-за этого у него разболелась голова. Лишь в этот момент Хань Ли, наконец, осознал правду. Отношение, которое показал этот старший боевой брат, когда он пришел за Хань Ли, не было энтузиазмом. Очевидно, что было трудно найти гостя, который бы, наконец, удовлетворил его пристрастие к болтовне, и еще через мгновение Хань Ли уже не мог больше его слушать, его физическая усталость, наконец, стала просто невыносимой. Он поспешно сбежал из комнаты другого человека, затем нашел комнату, предназначенную для размещения гостей, и рухнул. Слушать его словесную атаку действительно было опасно, Хань Ли еле выдержал его натиск. Расширялись горизонты Хань Ли. Этот мир действительно содержал людей, которые могли болтать подобным образом. Глава 239. Выбор. Через день Хань Ли предстал перед своим мастером Лихуаюаном и его женой. Затем он услышал, как его мастер равнодушно сказал: «Хань Ли, подумал ли ты о том, что ты хочешь попросить у своего мастера? Ты можешь ответить прямо сейчас. Ученик хочет получить технику культивации. Он надеется, что мастер может дать ему одну или две». Хань Ли не нужно было слишком долго думать об этом, поскольку он уже давно знал ответ. Когда Лихуаюань услышал это, он не проявил никакого удивления и вместо этого украдкой улыбнулся жене. Этим он будто бы сказал ей: «Ну что? Я так и знал, что он захочет технику культивирования». Затем он снова взглянул на Хань Ли и спокойно сказал: «Твой выбор неплох. Во-первых, позвольте мастеру изучить ваши духовные корни, и тогда я решу, какую технику культивации я дам тебе». Когда Хань Ли услышал это, он не осмелился колебаться и немедленно подошел к нему. Мастер взял его за запястье и быстро распространил свою энергию вокруг его меридианов. Помимо металлических техники культивации, любые другие техники можно культивировать. У вас действительно было 4 атрибута духовных корней, как отвратительно. В тот день я увидел только, что у вас есть ложные духовные корни, но я не думал, что все так запущено. После минутного осмотра выражение Лихуаюань стало немного странным, и он вздохнул. Когда молодая женщина услышала это, она также показала выражение легкого удивления. Она молчала и не могла не рассматривать Хань Ли. «Способности ученика плохи, я разочаровал своего мастера», — проговорил Хань Ли. Чувствуя свой позор, его лицо покраснело. «Неважно. Поскольку небеса позволили тебе достичь стадии заложения фундамента, удача, наверняка, на твоей стороне. Но поскольку это твой выбор пути культивации, немного хлопотно. Что вы имеете в виду?» Когда Хань Ли услышал это, он вздрогнул. Хотя Хань Ли не взял на себя инициативу, чтобы спросить прямо, он очень сомневался. «В самом деле, дайте ученику правильное объяснение. Вы всегда говорите так расплывчато. На самом деле, то, что сказал ваш мастер, значит, что он изначально хотел позволить выбрать тебе достойную технику культивации, но теперь, когда он увидел твои духовные корни, он колеблется. В конце концов, чем лучше техника культивации, тем труднее ее культивировать. Стоит выбрать более простую технику культивации, чтобы ты смог культивировать немного быстрее». Молодая женщина упрекнула Лихуаюня и мягко все объяснила Хань Ли. «Все верно. Моя жена читает мои мысли», — Лихуаюань несколько раз кивнул головой. Затем он продолжил объяснение. Техники культивации бессмертных культиваторов можно, как правило, классифицировать по 3 основным типам в соответствии со скоростью и эффектами. Для первых, их магическая сила развивается со скоростью, аналогичной той, которая развивается в искусстве нижнего культивирования. Тем не менее, она дает дополнительную божественную способность, которая помогает подавлять врагов и побеждать. Эта сила, вероятно, будет выдающейся и очень подходящей для боя.
Если магическая сила находится на более низком уровне, им не потребуется много сил, чтобы победить культиватора более высокого слоя. Таким образом, культиваторы, которые знают, что они не смогут войти в стадию формирования ядра, чаще всего выбирают этот тип техники культивации. Второй тип техники культивации — полная противоположность. Эти техники культивирования развивают свои магические силы с поразительной скоростью и легко культивируются. Но, естественно, есть изъян. Преимущество первого типа техники культивации является именно фатальным недостатком этого типа. Более того, хотя у тех, кто культивирует второй тип, встречается гораздо меньше узких мест, чем у тех, кто использует первый тип, у этих техник культивации нет мощных методов самообороны, и их божественные способности патетичны. Те, кто выбирает этот метод, обречены на то, чтобы проводить свою жизнь, культивируя, и слабее среди культиваторов того же уровня. Но также они хотят культивировать на высочайшем уровне небесного Да. Тех, кто выбирает этот путь, немало. В конце концов, это самый простой метод достигнуть стадии формирования ядра. Сказав это, Ли Хуаюань остановился на мгновение, а затем с улыбкой посмотрел на Хань Ли, какую магическую технику хочет использовать ученик. Возможно, среди этих двух есть тип, который подходит тебе. Когда Хань Ли услышал это, он остановился на мгновение и начал колебаться, а затем спросил: «Мастер, вы ведь сказали, что есть 3 типа техник культивации. Почему вы только объяснили 2?» Когда они оба услышали вопрос Хань Ли, молодая женщина улыбнулась. Ли Хуаюань взглянул на Хань Ли и ответил: помимо первых 2 типов, существует чрезвычайно мало техник культивации, предназначенные для 3-го типа. Многие культиваторы преследуют эти высокоранговые техники. Однако, как твой мастер, я не рекомендую тебе культивировать их. Более того, ни один из ваших 7 старших боевых братьев не решился культивировать эти техники. Хотя они сочетают в себе несколько сильных сторон первых 2 типов техник культивации, обладающих как большой силой, так и поразительной скоростью культивации, у них есть много ограничений. Они становятся все более трудными по мере продвижения, и их очень опасно культивировать. Культивируя их, постоянно нужно быть осторожным. Жена твоего мастера, культивируя эту технику, не была осторожна и чуть не умерла. Таким образом, если человек культивирует эти техники культивации без трансцендентных способностей, это почти равносильно самоубийству. Хотя у меня есть 2 или 3 таких техники культивации, сможешь ли ты с ними преуспеть? Естественно, в качестве благодарности я могу дать тебе любую технику культивации, даже эти техники высшего ранга. Однако, если ты столкнешься с опасностями или трудностями в будущем, ты сможешь рассчитывать только на себя. Ли Хуаюань явно не одобрял, что Хань Ли захочет выбрать эти последние техники культивации, и заранее предупредил его. Хань Ли нахмурил брови и задумался. Это было действительно трудное решение. Но вскоре после этого Хань Ли поднял голову с ясными глазами. Было очевидно, что он принял решение. «Мастер, пожалуйста, простите за грубость этого ученика. Я хочу спросить заранее, какой техникой культивации овладел его мастер?» Внезапно спросил Хань Ли. «Хех. Твой мастер культивировал технику культивации высшего ранга искусства настоящего солнца. Тем не менее, у твоего господина в тебе небесные духовные корни. При культивации этой техники я чувствовал себя как рыба в воде, поэтому оно намного превосходило другие техники культивации. В противном случае, как мог бы мастер войти в стадию формирования ядра?» Хотя Ли Хуаюань не предсказывал этот вопрос от Хань Ли, он все же не нахмурился. Ученик понимает. Тогда ученик выберет второй тип магических техник. Спокойно сказал Хань Ли. Второй тип. Выражение лица Ли Хуаюня слегка изменилось, но через секунду оно пришло в норму. Это означало, что он стал по-другому смотреть на Хань Ли. Когда молодая женщина услышала это, на ее лице также появилась заинтересованность. Ты выбрали второй выбор, разве мастер может тебе возразить? Если ты настроен решительно, тогда я только могу помочь тебе. Однако ты должен знать, что так называемая легкая культивация магической силы применима только к тем, у кого хорошие способности. Более того, даже если у них выдающиеся способности, лишь немногие из них смогут культивировать ее до пика стадии заложения фундамента. Таким образом, твой мастер все-таки предлагает тебе выбрать первый тип культивации. С твоими перспективами достижения стадии заложения фундамента, которые были столь неопределенными, по крайней мере, ты сможешь высоко держать голову среди своих собратьев-культиваторов в стадии заложения фундамента и не допустить никакого унижения. По правде говоря, независимо от того, какой тип техники культивации выбран, тех, кто достигает стадии формирования ядра, очень немного. Первоначально. Ли Хуаюань, казалось, хотел дать Хань Ли несколько советов, но, сказав это, он, похоже, что-то вспомнил.
серьезно настроенный, он действительно промолчал. Когда молодая женщина увидела это, она слегка вздохнула и сказала Ханьле: «Ханьле, подумай об этом хорошо. Какую технику культивации ты действительно хочешь? Хотя твой выбор не соответствует нашим мыслям, если ты решительно настроен на это, твой мастер, естественно, не станет тебе препятствовать в этом. Но если ты переоценишь свои способности и будешь настаивать на выборе высокоранговых магических техник, хотя мы не будем возражать, мы будем очень обеспокоены. В конце концов, это будет уже не выбор сердца человека, а все равно, что откусить гораздо больше, чем можно разжевать». «Верно. Жена твоего мастера озвучила мои мысли. Мне больше нечего сказать. Я только спрашиваю тебя еще раз, это твое окончательное решение?» Внимание Ли Хуаюня вернулось, когда его жена закончила говорить, и он одобрительно кивнул. Да, ученик твердо решил. Спокойно выслушав слова жены мастера и самого Ли Хуаюня, Ханьли ровным тоном ответил им: «Хорошо, раз уж ты решил, следуй за мной в мою библиотеку. Госпожа, пожалуйста, подождите здесь». «Ханьли, я вернемся через мгновение». Когда Ли Хуаюань услышал его ответ, он не стал больше возражать, а просто встал, взял с собой Ханьли и попросил девушку подождать. Библиотека находилась недалеко от главного зала, а также была не очень большой. Это была просто обычная каменная комната. Тем не менее, каменное помещение имело пылающий барьер, защищающий его от входа посторонних. Ли Хуаюань встал перед барьером, тут же вытянул свой палец, открывая в барьер проход шириной в 3 метра, достаточный для входа 2 человек. Затем он легко толкнул каменную дверь и провел Ханьли. После того, как Ханьли вошел, его глаза расширились от удивления. Внутри комнаты в воздухе висели разнообразные нефритовые пластинки, книжные страницы, коробки и коллекции, на которых мерцали огни всех цветов. Их было более 60. Все они были частью коллекции, собранной Ли Хуаюном за несколько сотен лет. Все предметы здесь находятся под моими ограничительными заклинаниями. Если кто-то, кроме меня или моей жены, окажется здесь, ограничительное заклинание немедленно активируется и их раздавит внутри, объяснил Ли Хуаюань. Однако Ханьли услышал в этих словах предупреждение, поэтому он несколько раз кивнул головой, выражая свое понимание. Глава 240. Страницы книги. Увидев, что Ханьли вел себя довольно сдержанно, на лице Ли Хуаюня было удовлетворение. Затем он протянул руку и осторожно схватил что-то. Мгновенно красная полоса облаков вылетела из его руки, закружилась вокруг нефритовой пластинки и вернулась к нему в руку. Ли Хуаюань даже не взглянул на это, а просто передал его Ханьли. Затем он точно так же взял еще 7 или 8 предметов, прежде чем остановился. В это время Ханьли уже держал такую кучу вещей, что нельзя было обхватить глазами. Эти техники культивации могут быстро развивать магическую силу, и их также легко культивировать. Выбери ту, которую ты будешь использовать в качестве основной техники культивирования. Остальные ты должен вернуть на место. Когда выберешь, просто приди и скажи мне, равнодушно сказал Ли Хуаюань, а затем он сел, скрестив ноги на коврике для медитации, в каменной комнате. Ханьли чувствовал себя так, будто перед его глазами были звезды. Хотя техник культивации было не так много, все они имели свои уникальные атрибуты. Например, одна из них — техника сбора сущностей. Помимо того, что обладает приличной скоростью роста магической силы, она также имеет духовную броню сбора сущностей, которая является невероятно практичной божественной способностью. При встрече с врагом, помимо магической техники защиты, можно скомбинировать свою магическую силу вместе с духовной броней в качестве дополнительного слоя защиты. Ее можно использовать как защитную технику, а также мощность духовной брони постепенно возрастает по мере продвижения в технике сбора сущностей. Еще одна нефритовая пластинка содержала в себе столь же впечатляющее название «Искусство духовного миража», которое также включало способность теневых миражей. В любой момент можно создать аватар, похожий на себя, чтобы запутать врагов. Чем выше был слой культивации, тем больше аватаров можно было создать и еще больше запутать врагов. Помимо этих двух видов техник культивации, другие техники культивации включали в себя небольшие способности, которые были чрезвычайно полезны, чтобы сбежать от врагов, но не были слишком сильными. Казалось, что создатели этих техник культивации четко давали понять, что эти техники культивации не предназначены для ожесточенных сражений. Вместо этого важнее было сохранить свою собственную жизнь. Однако, внезапно внимание Ханьли привлекла золотая страница внутри нефритовой коробки. Это было потому, что шрифт и размер этой страницы были слишком знакомы. Ханьли быстро понял, что они были идентичны серебряной странице, которая была у него.
Единственное отличие заключалось в том, что эта страница казалась тоньше, а также на ее поверхности не было этих странных узоров. Вместо этого она была плотно покрыта древними писаниями. Присмотревшись, он увидел, что это была общая магическая техника, техника концентрации сущности. Способностью, которой она обладала, была чрезвычайно средней техника поддержки. Она называлась техникой сбора духа и могла только увеличивать скорость сбора духовной ци. Хань Ли долго изучал эту золотую страницу, но это лишь усиливало неуверенность в его сердце. Тем не менее, он также знал, что, хотя у него было сильное желание вытащить серебряную страницу из своей сумки и сравнить их, сейчас было не время раскрывать эту тайну. Несмотря на это, ему нужно было принять решение прямо сейчас, иначе бы он вызвал бы подозрения своего мастера. Четко осознавая это, Хань Ли взял эту золотую страницу в свои руки и принял решение. Затем он раскрыл рот и сказал Ли Хуаюню, который медитировал все это время: «Мастер, я принял решение. Я выбираю эту технику культивации». Когда Ли Хуаюнь услышал это, он открыл глаза. Взглянув на золотую страницу в руке Хань Ли, он был немного удивлен, но ничего не сказал. Он просто кивнул головой и вывел его из библиотеки. Молодая женщина ждала их. Когда она увидела, что они вернулись, она тепло улыбнулась, прежде чем спросить: «Ну что, ты принял решение?» «Большое спасибо за заботу, госпожа. Я уже сделал выбор», — почтительно ответил Хань Ли. «Тогда я могу быть спокойна». Услышав это, молодая женщина снова радостно улыбнулась. Это выглядело так, будто она больше заботилась об этом вопросе, чем сам Хань Ли. Хань Ли очень удивился этому. «Хорошо, поскольку ты был вознагражден за спасение моей жены, давай поговорим об официальном принятии тебя под мое руководство. Ты искренне желаешь вступить в мою опеку и официально стать моим учеником?» Внезапно спросил Ли Хуаюнь. Сердце Хань Ли вздрогнуло, и он поспешно шагнул вперед, опустился на колени и сказал: «Я всем своим сердцем желаю стать вашим учеником. Я не осмелюсь притворяться». Хотя Хань Ли сказал это, в глубине своего сердца он думал: «Если вы действительно позаботитесь обо мне, я, естественно, буду на 100% вашим искренним и добросовестным учеником до самого конца. Однако, если у вас есть плохие намерения, я не так глуп, чтобы позволить собой манипулировать». Ли Хуаюнь, естественно, не мог знать этих мыслей Хань Ли. В противном случае он давно бы уничтожил Хань Ли, щелкнув пальцем. «Верно, мы, культиваторы, простые люди. С сегодняшнего дня ты являешься официальным учеником Ли Хуаюня. Я надеюсь, что в будущем ты будешь усердно культивировать, чтобы моя репутация не пострадала». Ли Хуаюнь слегка улыбнулся с теплым выражением лица. Хань Ли и Ли Хуаюнь еще какое-то время изображали роли сыновнего ученика и сострадательного мастера, но вскоре после получения указаний от Ли Хуаюня Хань Ли попрощался и ушел. Когда он уходил из пещеры, ему пришлось столкнуться с этим старшим боевым братом Юй. В конце концов, он начал настаивать на том, чтобы проводить своего младшего боевого брата. Но поскольку Хань Ли уже вчера испытал на собственном опыте бесовскую, беспрестанную болтовню, разве мог он навлечь на себя такую боль? Он с силой отказался от его предложения и покинул это место. В конце концов, другой человек ушел с сожалением, и Хань Ли смог избежать этой ситуации. Стоя на своей маленькой лодке, Хань Ли думал о том, что произошло за последние 2 дня. Его впечатление о своем мастере, Ли Хуаюане, было намного лучше, чем раньше. Тем более, что отношение его мастера к нему резко отличалось от того безразличия, которое он проявил во время путешествия в запрещенную зону. Он не знал, действительно ли это было потому, что он спас жену своего мастера, или потому, что он успешно вошел в стадию заложения фундамента, но теперь он, наконец, был оценен этим культиватором. Несмотря на это, Хань Ли чувствовал, что это путешествие к своему мастеру было совсем не напрасным. Он не только получил большого покровителя в мире культивации, но и заполучил эту золотую страницу. Теперь он мог надеяться раскрыть секреты, скрытые на серебряной странице. Хань Ли не переживал о том, даже если бы он не смог раскрыть все ее тайны. В конце концов, он будет культивировать техника концентрации сущности. Хотя эта техника культивации не имела каких-либо серьезных эффектов, у Хань Ли были другие способы защиты, поэтому он не беспокоился об этом. Вернувшись в свою пещеру, Хань Ли немедленно направился в свою комнату и поспешно вытащил золотую и серебряную страницы из своей сумки, тщательно сравнивая их. Серебряная страница была такой же, как и в прошлый раз, когда он изучал ее. Хань Ли положил перед собой и серебряную страницу, и золотую страницу, и наложил их друг на друга. Как и ожидалось, они были идентичны по размеру. С первого взгляда можно было сказать, что они как-то были связаны между собой.
Хань Ли взял эти две страницы, одну в левую руку, другую в правую, и взвешивал их по отдельности в каждой руке. Он решил, что серебряная страница немного тяжелее. Казалось, его предположение о том, что золотая страница несколько тоньше, было верным. Их толщина была действительно различной. Хань Ли склонил голову и задумался на мгновение. Внезапно он взял только серебряную страницу и поднес к себе, тщательно изучая странные узоры на ней и беспрестанно поглаживая ее. В это время его глаза мерцали так, будто перед ним возникала очень трудная проблема, и он не мог принять решение. Однако на лице Хань Ли появилось выражение уверенности. Он внезапно взял страницу двумя руками, затем осторожно потер об нее руки. Мгновенно серебряную страницу охватил огонь, отбрасывая красное зарево на лицо Хань Ли. Тем не менее, его это совершенно не беспокоило, вместо этого он смотрел на страницу в огне, не моргая. В это время поверхность страницы начала таять под воздействием высокой температуры. Внезапно выражение лица Хань Ли изменилось, и на его лице появилась радость, потому что теперь поверхностный слой серебряной страницы растаял. На самом деле она была золотого цвета. Так что было очевидно, что страница содержала в себе секрет. Видя это, Хань Ли старался тщательно контролировать огонь, не позволяя золотому слою также быть поврежденным. Однако Хань Ли явно был слишком обеспокоен этим. Он боялся, чтобы золотая страница не деформировалась из-за этого. Когда совершенно новая золотая страница была полностью раскрыта, Хань Ли взмахнул рукой, и пламя тут же исчезло. Затем он начал читать вновь полученную страницу, его сердце забилось как сумасшедшее. Прочитав первые несколько слов, он застыл в удивлении. Его выражение лица мгновенно изменилось. Дело было в том, что эта страница была на самом деле руководством, написанным для того, чтобы научить людей управлять летающими мечами, и была специально ориентирована на тех, кто культивирует искусство владения мечом. Хотя она и выглядела довольно удивительным, Хань Ли в этом не нуждался. Казалось, что этот босой человек из секты гигантского меча специально обработал содержимое страницы. Тем не менее, хотя эти техники можно было считать сокровищами учеников и учениц стадии концентрации Ци, Хань Ли уже достиг стадии заложения фундамента и больше не нуждался в таких средних техниках. Однако Хань Ли все еще не хотел сдаваться, он внимательно изучил ее еще раз, даже дошел до того, что использовал пламя снова, чтобы поджечь его, но ничего больше не произошло. Чем больше Хань Ли посмотрел на эту золотую страницу, тем больше он чувствовал разочарование. Он потратил на нее целых полдня, потратив столько времени, в итоге он получил такой бесполезный предмет. Как он мог не чувствовать себя крайне подавленным? Хань Ли был особенно удивлен, увидев два слова «искусство владения мечом», потому что он уже культивировал сущность искусства владения мечом. Зачем ему нужно культивировать еще одно искусство владения мечом? Хань Ли с мрачным лицом внезапно схватил страницу и подбросил ее в воздух. Сразу же после этого он создал своей правой рукой лазурное лезвие меча, шириной с миску для риса, попав точно в страницу. Хань Ли решил полностью уничтожить эту вещь, чтобы не злиться каждый раз, когда она попадалась ему на глаза. Однако за этим не последовало никакого взрыва. Вместо этого край лазурного меча, который коснулся страницы, бесследно исчез. Хань Ли был очень шокирован при виде этого, а его сердце начало биться быстрее, в то время, как его настроение поднималось.